Привет-привет. Поступил запрос разложить на Джерарда Батлера. Тяжелое слово. Почитала, кто это такой. По именам не всех знаю. Оказывается, это самый главный чувак из «300 спартанцев». Шикарный совершенно фильм. Потрясающая картинка. Симпатичный мужчина. Очень интересно подписчице моей, что он за личность, что он за человек, какой у него там богатый внутренний мир. И отношения с Морган Браун. Дескать, они то вместе, то расходятся, то они расходятся, то снова вместе, то это длится, то прекращается, то потом опять их видели вместе. В общем, что за происходит? Давайте выяснять. Но для начала сам Джерард Батлер и все его потаенные. А поскольку потаенные, то я и взяла вот Shadowscapes. Первый раз взяла, прямо, скажем, экспериментальный будет расклад. Посмотрим, что нам на потаенные уголки души расскажет колода с чудиками. Джерард Батлер. Схема стандартная, карты новые. Что за человек он у нас? Хорошо, зашли. Во-первых, самомнением. У человека все в порядке, да, с самооценкой. Видимо, ему опять же говорили об этом. Это не внутренняя какая-то его уверенность, хотя она, несомненно, там должна присутствовать. Слов людей со стороны недостаточно для того, чтобы у человека самооценка повысилась. Внутреннее, конечно же, содержание там имеется, и достаточно мощное, и достаточно сосредоточенное на себе. Но и внешняя подпитка этому всему тоже есть. Императором часто восхищаются, императору часто говорят комплименты. Вокруг императора все ходят кругами, все ему улыбаются, все с ним соглашаются. В общем, такое какое-то очень приятное для императора окружение всегда есть. Это что касается внешнего какого-то проявления. Внутреннее, особенно в сочетании с рыцарем Пентаклей, который усидчивый. Видите, он тут на улиточке, он никуда не торопится. Он сосредоточенный, у него есть цель, он к ней движется. Да, не спеша, да, не быстрее всех. И вообще на улитке ехать это вам не просто так, она может вообще куда угодно. Но в результате мы к этой цели дойдем. Почему мы к этой цели дойдем? В сочетании с императором эти две карты нам показывают человека, уверенного в себе, сосредоточенного, с планами, такого заземленного, прагматичного, практичного, с четким пониманием структуры, правил, законов, какой-то иерархии, очень соображающий человек, вот такой на бытовом уровне. Это не то, что философ какой-то, который понимает суть строения мира, то, как организована эта жизнь, с какими людьми это все связано, как это все связано, где иерархия, где кастовость, где, как это слово-то, субординация, да? Вот это вот он все понимает, он с этим соглашается, он сам эти правила даже иногда может устанавливать. В свете того, что мы сейчас говорим не про абстрактного человека, а непосредственно про Джерарда Батлера, который не самый последний человек, которого все знают, который замечательный совершенно актер, богатый, скорее всего, влиятельный человек, я думаю, что у него уже и проступает та стадия, когда он сам устанавливает какие-то правила, сам диктует какие-то условия, сам организует вокруг себя комфортное для себя пространство. Я в этом сочетании, мы сейчас посмотрим дальше, но в этом конкретном сочетании я какого-то деспотизма и сумасбродства не вижу. Это пока хорошо. То, что у человека просто есть стержень внутри. Он четко его понимает. Мало того, этот стержень еще и внешним влиянием подпитывается. То есть люди согласны с ним и подтверждают ему его мнение, его желания, его требования, что наводит меня на мысль о том, что не так он сумасброден, как могло бы показаться, если бы здесь император лежал просто отдельной картой. У него сильные черты характера, и такие способности ему помогают двигаться по жизни. Сразу сила. К императору очень такое хорошее дополнение, очень помогающее. И оно, конечно, жезлы, но это четверка. Это снова про стабильность, про устойчивость, про вырастание корнями, про сосредоточенность, про собранность, про то, что ты понимаешь, опять же, про цели, про то, что ты понимаешь, чего ты хочешь достигнуть. Четверка жезлов
мне так видится, как фундамент, как сказать, закладка фундамента на том месте, где ты хочешь что-то строить. То есть вот ты по предыдущим жезлам ты делал какие-то выборы, искал пути дороги, определился к четверке, пришел в эту конкретную точку и начал здесь обустраиваться. Вот здесь у нас будет стабильно, здесь у нас будет ровно. Еще потом будет, еще пока нету, еще пока здесь ничего не стоит, вот 4 палки в землю воткнул только. Но вот здесь мы будем обосновываться. Про стабильность, про устойчивость. Снова по рыцарю Пентаклей. Неторопливо, не спеша, не наобум. Это не хаотичное какое-то желание, это не импульсивность. По силе этот человек, ну, очевидно, да, впрямую, в лоб, сильный, настойчивый, может быть, даже упрямый, может быть, даже способный. Вообще сила такая больше мужская, женская карта. То есть это сила не физическая, не мечевые какие-то агрессии и физическое насилие, а такая мягкая настойчивость, когда ты можешь убедить, когда ты можешь настоять, когда ты можешь переубедить человека. На большинстве сил женщина находится, потому что именно женщина умеет уговорить внутреннего зверя мягкостью какой-то и обходительностью добиться своей цели. В сочетании с императором мощнейшее совершенно сочетание, которое говорит мне о том, что данная сила в уверенности в себе. Вот он, когда определяет для себя границы, правила, законы, устанавливает эти самые правила. У него достаточно сил и достаточно уверенности в себе, чтобы придерживаться этого, чтобы не колебаться, чтобы не сомневаться. На данной колоде, вот я сейчас прям при вас практически первый раз рассматриваю эти карты. Смотрите, на силе, это вот то, что символизирует собой женщину, она как бы и большой страшный монстр с гантелей в руке. То есть ты сильный, мощный такой, сосредоточенный на физическом проявлении этой самой силы. И тут же у нее женская голова, которая, значит, второй рукой обнимает котика, это доброе, это нежное, это ласковое, и это все в человеке сочетается. Сочетается в компании с императором, сочетается достаточно гармонично, правильно. Сила должна быть приложена к императору, и император должен быть силой, чтобы быть правильным, как сказать, справедливым императором. Если у тебя мало силы, ты не сможешь отстаивать свои правила и позиции. Если у тебя слишком много силы, ты можешь перейти вот эту грань сумасбродства и тирании и стать уже прям абьюзером и агрессором. А нужно четко соблюдать грань, и по карте сила эта грань как раз, вот она присутствует в человеке, и это такое тонкое балансирование между самым тяжелым, самым страшным и самым легким, самым простым. И вот ты находишь эти пути внутри себя. По сочетанию этих двух карт должно получаться максимально комфортно и максимально так, как он сам себе решил. Это мощная очень уверенность в себе и уверенность в своих силах. Какие отрицательные у него черты характера, что ему мешает в жизни, какие проявления можно было бы сократить, чтобы, может быть, поуспешнее стать, а может быть, он не хочет, просто какие-то вот не самые сильные стороны. Здесь мне прямо сразу видится неразборчивость связи некоторая. Не в смысле неразборчивость связи, а в смысле, ну, что ли, любвеобильность какая-то, что ли, неусидчивость какая-то именно в общении с людьми, и, скорее всего, это проявление каких-то эмоций. Потому что королева очень хорошо себя чувствует в море эмоций, умеет этим даже вот немножечко манипулировать в свою сторону, да, пользоваться, максимальные какие-то плюшки, бонусы оттуда для себя как-то выхватывать. Это большое количество эмоций, но поскольку они лежат у нас на отрицательную сторону, я думаю, что это какие-то такие более взбалмошные эмоции, более капризные, более такие женские с точки зрения топнуть ножкой, вот здесь хочу, здесь не хочу, вот как-то покапризничать и немножко поделать из себя звезду, да, диву такую немножко. А по восьмерке жезлов это большое количество людей, разнообразное, быстро меняющееся отношение к этим людям, быстро меняющиеся впечатления об этих людях, вот череда вот этого вот ситуаций и людей, с которыми ты получаешь большое количество разнообразных эмоций, что не очень хорошо, наверное, на тебе сказывается. То есть ты
как бы и переключаешься с них очень быстро, и быстро загораешься, быстро остываешь, и как-то какой-то усидчивости в этом нету. Вот я думаю, что у него просто такая, ну, можно сказать, любовь к жизни, да, любовь к проявлениям этой жизни, к радостям этой жизни. И, может быть, это в какой-то момент мешает, раз это у нас вот на правую сторону выпало, наверное, где-то это не самую хорошую пользу ему оказывает. Давайте посмотрим, что он боится. Чего у нас Джерард Батлер боится? Ничего так. Когда увидела мага, сразу подумала, что не справится, он боится, не справится один. Королева жезлов тоже это человек с вспыхивающими желаниями, знающий о своих этих желаниях, отдающий себе отчет в том, что эти желания, они присутствуют, мы от них не отказываемся, да, он не запрещает себе желать и не врет себе о том, что да, я вот тут честно сам себе говорит, да, я человек, который испытывает много разных желаний. Хороших, плохих, вовремя, не вовремя, разные со мной случаются желания. Вот я такой. То есть он честно себе в этом признается и как-то внутри себя старается, значит, этими желаниями как-то манипулировать и как-то их организовывать. Может быть, где-то себя сдерживать, не проявлять эти желания. Act on them, что называется, не действовать, а просто пожелал, потом, значит, отметил, что что-то я сейчас не того хочу, пожалуй, не буду пока делать. Потому что это пока не сильное действие, это пока только желание проявления какой-то искры, какой-то импульс внутри рождается. И вот когда выпал маг и следом подтвердился королевой жезлов, мне первое, что пришло в голову, это то, что он боится не справиться один. Потому что по магу, а также в сочетании с императором и силой, подразумевается, что человек сам себе на уме достаточно сильная личность внутри, которая, если чего желает, то считает, что это желание правильно, что оно оправдано, что оно вовремя. Опять же, королева жезлов в данном смысле очень уверенная в себе. То есть, если я чего хочу, значит, я хочу этого правильно. Значит, это вовремя, значит, дайте мне это сейчас, потому что я лучше вас разбираюсь в желаниях, в том, когда они появляются, на какую тему они появляются. То есть здесь вот такое явное проявление себя и явное проявление импульсивности, может быть, какой-то опять снова в желаниях, вот по этой части, потому что тоже жезлы, потому что тоже это внезапно и много. Но могла бы быть уверенность в том, что эти желания правильные, необходимые, и они вовремя. Но по магу ты боишься, что ты не справишься один. Потом я уточнила это тройкой кубков, а тройка кубков – это у нас компания, в которой ты получаешь легкое удовольствие. Когда это не глубокие какие-то связи, когда это не укоренение, когда это не родство душ, когда это не подпитка какая-то общими корнями, а когда это просто толпа, грубо говоря, единомышленников. Вот ты пришел там на вечеринку и хорошо там проводишь время. Там какие-то люди, некоторые знакомые, некоторые незнакомые, там пару бокальчиков, все начинают быть знакомыми, со всеми ты находишь общий язык, повеселился, порадовался, ушел домой, не оставил практически ничего из этого с собой в следующий день не перенес. Как бы ни оказалось, а Джерард Батлер у нас человек не глупый, снова возвращаюсь к силе и к императору, как бы так ни оказалось, что он четко совершенно осознает вот это свое состояние, свою какую-то влюбчивость, свою какую-то податливость моменту, свою какую-то хаотичное, вот не любвеобильность, а как желание-обильность, да, когда ты осознаешь в себе, что да, я действительно слишком многого хочу, слишком много веселюсь, слишком много радуюсь. И вот он как бы он не боялся, что это проявление, что ли, радости жизни, это какая-то его поскакушность, какая-то веселость, какая-то такая поверхностность, может быть, даже эмоциональное, слишком такое разнообразие общения, разнообразие поверхностных каких-то просто получания удовольствия, как бы ему это не мешало достигать, может быть, даже того, что он хочет. Потому что по магу человек достаточно амбициозный и достаточно, в принципе, понимающий, что он хочет и что ему надо в жизни. Тут-то вот как раз собраться с силами, сосредоточиться и что-то там такое помухлевать, уйти, да, в эту свою лабораторию и часик там провести качественно, сосредоточившись на цели того, что ты хочешь сделать. Но поскольку восьмерка у нас жезлов, но поскольку две королевы у нас, одна желает, другая эмоции на эту тему проявляет, плюс какое-то желание и какое-то все время стремление получать
легкое удовольствие и вообще как-то генерировать легкость в своей жизни, как будто бы это немножко мешает, вот боится, что может не справиться, может не добиться, может либо не добиться поставленных целей, либо не справиться с этими поставленными целями, либо точно осознает, что вся вот эта вот его внутренняя любвеобильность сильно ему мешает в достижении целей. Это страшно. Что скрывает? Какой секрет? Чего мы про него не знаем? Например, про этого самого Джерарда Батлера. Вот, видите как. Дополнять, не дополнять. Снова как будто бы есть осознание того, что чувства, эмоции и переполненность этих эмоций, и разнообразие этих эмоций. И я бы даже сказала, как бы избыточность этих эмоций, переизбыточность, может быть, этих эмоций. Как будто бы настолько сильно это влияет, что за этими эмоциями он готов, видите, немножечко у него эмоции стоят в приоритете, чем все остальное. Не такой он сильный трудоголик, что готов отказаться от свидания, например, потому что у него завтра утром рано съемка, и ему хорошо бы пораньше лечь спать, например. Такие немножечко легкие нарушения правил каких-то своих же собственных внутренних, может быть. Может быть, он по императору сам себе рассказал, что для него в жизни важно, а что не важно. Но натура человеческая, вот эта вот кубковая, да, эмоциональная, водная, берет часто верх и часто побеждает все его логические выкладки, все его приземленности, всю его пентакливость, какую-то усидчивость, настойчивость. У него правила есть, у него есть план, у него есть анализ внутри, он все сообразил, все сделал, все спланировал, все у него расписано там вперед на некоторое количество времени, и тут вдруг случается необходимость какого-то свидания. Как будто бы пойдет он на это свидание, как будто бы нарушит он какие-то правила, опять же, зная это за собой, но старается об этом никому не рассказывать, да, это его какой-то внутренний секрет. И я думаю, что это не от самого себя секрет, это от нас с вами секрет. То есть нужно оставаться все равно в том социуме, в котором он крутится, нужно все равно оставаться человеком с репутацией и желательно с какой-то позитивной, хорошей, чтобы никто не говорил, что он у нас такой гуленый и такой ловелас, что он и чужих жен уводит, и вообще на съемки с утра не приходит и срывает нам весь план просто потому, что он там вчера захотел на дискотеку, а сегодня захотел там в Париж метнуться утром на завтрак. Здесь где-то нужно ходить вокруг да около, где-то нужно как-то вот какую-то витиеватость из себя проявлять. Про себя он знает, что эмоции могут затопить, он знает, что эмоции может быть перебор, максимально старается это скрыть и максимально старается делать красивое лицо. О чем он сожалеет? Давайте посмотрим. Какой-то выбор не самый правильный сделал. Какой-то был шанс, которым он не смог воспользоваться. Хочется сказать по работе, потому что Пентакли. И хочется сказать по неопытности, потому что Паш. Может быть, в молодости. Может быть, видите, ему что-то предлагалось. Тут вот у нас воздушный шарик с сердечком, мальчик девочки дарит. Но на самом деле, если мы не с точки зрения любви эту карту рассматриваем, а с точки зрения выбора, то вот здесь вот есть кто-то большой, красивый, который тебе что-то предлагает. Это как будто правильный был бы выбор, если бы ты это принял. Но что-то его остановило, что-то ему преградило. Может быть, его какая-то неопытность, поскольку Паша, еще раз, неопытный достаточно человек, вообще без каких-то знаний профессиональных, может быть, упустил что-то. Может быть, совсем он был молодой человек, а ему предложили роль, там, не знаю, спасти рядового Райана или еще что-нибудь. Сейчас от балды говорю. И вот он бы там рванул бы, и хорошо бы у него получилось, но он по каким-то причинам вот отказался от этого. Или там где-то что-то сорвалось, не получилось. Но здесь такое ощущение, что это был его выбор. Это не просто сорвалось, не получилось, и теперь он сожалеет, что не было этого толчка, и что на это там, например, больше времени ушло. А по колесу фортуны все-таки такое ощущение, что шанс давался, а по любовникам он сам собственными руками, собственной головой сделал этот выбор, и теперь об этом сожалеет. К сожалению, никакой конкретики я про него практически ничего не знаю. Вот, говорю, правда, перед раскладом прочитала статью, оказалось, что он в 300 спартанцев снимался, думаю, надо же. А все остальное я даже и не видела.
А он, оказывается, красавчик, а что я не смотрю с ним кино? Но люди говорят, что актер хороший. Девушка интересовалась, какой он мужчина, какое у него отношение к отношениям, к личной жизни. Сейчас пока не берем это Морган Браун, а берем его, какая женщина ему нравится, какой у него типаж, какой он в отношениях, как он себя проявляет, чего он хочет. Про детей вопросы были, хочет ли детей, будут ли дети, женится ли вообще когда-нибудь, как сказать, глобально, да, анмас, в целом, не на какой-то конкретной женщине, а вообще он такой marriage material, или он вечный гулён и вечный такой у нас одиночка, допустим. Или наоборот, человек с разнообразием связей не очень глубоких. Давайте посмотрим. Сейчас в кадр посмотрю, мешают, нам не мешают. Давайте посмотрим, вроде не мешают пока карты. Давайте посмотрим вот Джерард Батлер и вообще любовные какие-то похождения, отношения. У него отношений же на самом деле много. Мы тут отрицать не будем. Хочет он этих отношений или не хочет, спрашивать бессмысленно, потому что они постоянно появляются и постоянно куда-то исчезают. Вот он от этих отношений, он когда заводит отношения с девушкой, когда знакомится с девушками, он что хочет от отношений? Чего он ищет в этих отношениях, чего ему не хватает внутри, чего он хочет добиться от партнера, достичь. Что конкретно ему надо от отношений. Чтобы починили его битое сердечко? Хорошо. Как-то намекают мне карты на то, что на тему Морган Браун надо переходить, потому что это не абстрактная какая-то картинка, а он же с ней довольно продолжительное время, и они и встречались дольше, чем с любыми другими девушками он встречался. То есть каким-то образом определился. Плюс у них камбэки были, они то расстанутся, то сойдутся, то расстанутся опять, то есть все-таки не отпускает его эта женщина. Если это не, я не скажу, что это разбитое сердце, я не скажу, что она его бросила, и теперь он во всех встречных девушках пытается найти, знаете, вот залатать эту дыру, да, как-то заполнить это пространство. Просто это не неустойчивость и неусидчивость какая-то, хочется, чтобы сердце было целое, хочется, чтобы оно не болело. Хочется, чтобы оно было полное и довольное. Предположу, вот по одной карте, наверное, это просто абстрактная какая-то моя мысль, что в голове у него есть впечатление о том, что полноценное, довольное, счастливое сердце у него будет с конкретной женщиной. Возможно, это Морган Браун. И тогда все остальные отношения, но они не заменяющие, а даже, наверное, не очень красиво будет сказать, что они такие промежуточные, да, в процессе расставания, но он правда пытается свое сердце, вот пустые места какие-то, заполнить этими чувствами, поскольку чувствами с Морган Браун эти места заполнить не получается, каждый раз что-то рассыпается, каждый раз что-то разламывается, они снова расходятся, он пытается это найти в каких-то других девушках, но пока не находит. Соответственно, каждый раз возвращается к Морган, потому что полноценности-то хочется, а она, видимо, максимально дает. Нафантазировала с одной карты, вот сейчас будем проверять, так или нет. Выглядит вот именно так пока. Значит, это чего он хочет в целом от отношений? Прям даже не знаю, нет, мне все-таки у меня есть ощущение, что нужно сначала на парочку на это разложить, чтобы я вообще поняла, что там у них. Эту тройку мы пока здесь оставим, она нам будет задавать тон потом расклада его в внутреннем мире. А сейчас здесь хочется посмотреть непосредственно Морган. Что вот это вот всю историю, как у них все это развивается, что не так, почему не хватает, почему нужно искать в других женщинах чего-то, что это Морган не дает, и почему она этого не дает. Вот смотрите, Джерард Батлер и вот это вот самая Морган Браун. Вот они, молодые, тонкие, звонкие, первый раз познакомились, друг друга увидели. В каком они были в этот момент состоянии? Какой был Джерард? О, и какая была Морган. Ну, может быть, они и нашли друг друга, может быть, они и сошлись как раз. Во-первых, это обе кубковые масти, то есть они на эмоциональном уровне как-то сошлись. И у него-то все было хорошо, он, видите, брызжет прямо эмоционально, он был яркий, скорее всего, такой, опять же, вот любвеобильный, но в хорошем смысле, не в смысле какой-то ловелас и ходок, а просто человек, брыжущий эмоциями, довольный, счастливый по жизни, рассказывающий об этом, показывающий всем своим видом, что у него все хорошо. Он счастлив, доволен, у него все замечательно. По пажу кубков у девушки тоже был эмоциональный запас. Может быть, не самый большой.
Может быть, она была, скажите мне, младше ли она его, может быть, она была в том возрасте, когда эти чувства начинаешь учиться проявлять. Они вот у тебя уже есть, ты вроде как вот увидел человека, он заинтересовался этим человеком, тебе стало интересно, как дальше с этими чувствами взаимодействовать внутри себя. И он в данном случае подходил, потому что у него было разнообразие этих чувств, было много этого, не только разных, но и в целом такой запас был большой, что они как-то вот на этом эмоциональном сошлись. Он ей понравился своей обильностью, а она ему понравилась тем, что там есть потенциал какой-то, который можно развить, потому что девушка чувственная, чувствительная, с проявлением эмоций, явно не меркантильная, например, да, какая-то, или не железная бойбаба, или еще что-то. Вот как-то вот типаж подошел очень. На этом мы сошлись. Некоторое время были вместе, что было хорошо в этих отношениях. Тогда, когда они, самый длительный период, вот они были вместе, они вот сошлись, и все это у них там было замечательно, и почему-то их достаточно продолжительное время вместе держало. Почему? Что было хорошо в этих отношениях? Ну, значит, она у него была не первая, а он у нее, судя по всему, ну, может быть, даже первая любовь. Может быть, отношения были, ничего не буду говорить, но как будто бы она во что-то новое для себя решилась, прямо скажем, вступить. Это было не похоже на все ее предыдущие отношения, если они были, или это были первые ее такие эмоциональные такие отношения, которые оставили в ней след. То есть это прям самое начало, самое первое. Это было что-то другое. Даже если отношения до этого были, эти были совсем другие, совсем не такие. А у него, судя по всему, судя по четверке кубков, отношения уже были. И они были разные, их было несколько, но они были как все равно одинаковые по отдаче или по его, наоборот, вложению в эти. То есть такое ощущение, что какой-то калейдоскоп такой, что вот одну девушку ты на другую меняешь. И как будто бы немножко поднадоело, и как будто бы немножко присытился, и как будто бы немножко не понимаешь, а зачем, ну, как бы, что каждая следующая не будет чем-то кардинально отличаться от последующих. Как будто бы ты шило на мыло меняешь. Опять же, вне зависимости от грусти, заложенной в четверку кубков, четверка – это карта стабильности, первой уверенной такой стабильности, первой точки сейва в игре, когда ты вот шел, и вот тут можно остановиться и выдохнуть в какой-то момент. То есть по эмоциям, опять же, ни всплесков, ни каких-то резких скачков, ни вверх и вниз. Стабильно, ровно, спокойно, что может быть не очень типично для темперамента Джерарда. Но это же, мы же спрашивали, что было хорошо. Видимо, это и удивило, потому что по всем предыдущим своим опытам, по всем предыдущим своим связям для него было интересно, что здесь можно заземлиться, что здесь внезапно можно остаться, что это можно, что можно сохраниться в этом месте, что не обязательно, как бабочка с цветка на цветок, перепрыгивать постоянно, что здесь можно остаться каким-то образом. И девушка привносила что-то новое в это, что-то оригинальное, что-то нестандартное. Это для обоих это была новость. Они поэтому, опять же, долго протянули, потому что сначала они эмоционально сошлись, и у них примерно одинаковый посыл был, зачем им эти отношения и почему они хотели бы их начать. И потом, когда они начали, они примерно одно и то же друг другу предлагали. И очень удивляли друг друга, и очень эмоционально добавляли друг друга, и, получается, стабилизировали. Потому что на этой карте, вот если мы еще оракульно будем смотреть, это одна из немногих карт, где шут не то чтобы вот прям в полете над этой бездной. Он прям стоит уверенно. И он еще так как-то понятно, что без головы, понятно, что он еще не очень соображает, что там, но он не сам даже вот вниз туда смотрит, а что там, мне шагать, не шагать. А он как-то так котиков вперед выставил, дескать, ты там вот посмотри, и потом мне расскажешь, мне вообще надо туда или не надо. И двумя ногами чуденько стоит на земле, никуда не рвется, никуда не кидается. Это такая, там что-то новое, это что-то интересное. Мы сейчас подумаем и сейчас вот определимся. Надо, не надо, можно, не можно. Новое, оно всегда интересное, ты без башки в него кидаешься туда, но и осмотрительность какая-то, и стабильность все равно какая-то есть. Но и тем не менее, как бы они хорошо друг к другу не подходили, они же расходятся туда-сюда, обратно. Несколько раз они расходились до какого-то там
не знаю, 22-23 год, давно дело было, тогда они, дескать, разошлись окончательно. И это не первый раз, когда они разошлись окончательно. Они расходились, сходились и только потом разошлись окончательно. Что было плохо, что развело их. Почему они разошлись в результате? Почему расходились в целом? Что не устраивало, что было неправильно? Ой-ой-ой, по деньгам. Смотрите-ка, 2 пентакля. И ему приходилось балансировать, как-то выбирать это все, и как-то надо было находить свое место, и как-то надо было, чтобы на все хватало. А у нее по 10 пентаклей она, знаете, может быть, во-первых, первое, что приходит в голову в свете его нестабильного какого-то состояния, потому что ему приходилось вот как-то находить свое в этом месте. Первое, что приходит в голову, это то, что она требовала много. Она хотела, ей надо было 10, а у него, дай бог, 2 было. И как-то для того, чтобы дать ей 10, ему приходилось вот как-то выкручиваться и выворачиваться. Если это не глупая такая прямая в лоб меркантильность, то по 10 пентаклей еще бывает, вот здесь дерево у нас нарисовано с корнями. На классической колоде там тоже семья, полноценная такая, род, несколько поколений. Вполне возможно, что есть стабильность и устойчивость, опять же, по пентаклям, стабильность, устойчивость, заземленность, какая-то конкретика в жизни, такая прям вот на физическом уровне. Вполне возможно, что она могла его, ну, как будто бы вот притягивать к земле, да, и пытаться устаканивать вплоть до того, что прозрачно-непрозрачно или впрямую намекала уже, наконец, про свадьбу, про заземление и про укоренение. Про то, что съехались они, если жили вместе, тоже по ее инициативе. И что чуть ли не она собрала вещи и прям приехала, сказала, я здесь буду жить, мы здесь будем одной семьей. Для него это снова было все какой-то новостью. Она пыталась его, как вот он, как ветер, да, ему лететь, а она его удержать пытается, как-то закрыть какие-то 4 стены, как-то его ограничить. Может быть, он вводил ее в заблуждение своими императорскими замашками, теми, которые устанавливают правила, теми, которые следуют за этими правилами, которые подчиняются закону какому-то установленному самим собой или другими людьми, или в договоренности с другими людьми ты работаешь. Может быть, он создавал впечатление человека такого основательного, с правилами, с внутренними какими-то законами. Для нее эти правила, внутренние законы, это законный брак, некоторое количество детей, там общий счет в банке или еще что-то. И она вот в эту сторону его тянула, в практичную и в совместную. А он вот как бы и с ней хотел быть, и замуж не очень рвался, в смысле жениться. И вот как-то вот это вот их в результате окончательно развело. В результате окончательно развело. Да, 7 жезлов. 7 жезлов, да. Во-первых, и движения вперед никакого не было, да. Подтверждают мне, наверное, эти карты мое предположение о стабильности и браке. Наверное, она все-таки настаивала. Наверное, все-таки пришел момент, когда, ну, пожрица, скорее всего, девушка, да, женское какое-то начало, какое-то внутреннее ощущение, интуиция, что ли, какая-то. Как будто бы она уже подошла к тому моменту, когда, да, надо замуж. Надо вообще следующий шаг делать. Я не знаю, замуж, детей рожать, переезжать куда-то, съезжаться, недвижимость общую покупать, ну, счет общий в банке открыть. Что-то надо делать. Этого движения не было. Ничего не происходило. Вот он как не витал в облаках, а вот как вот он пытался как-то балансировать между своим внутренним состоянием и ее желаниями с ней же прямо откровенно ссориться, то тоже не хочется поэтому. Но поскольку она все время поднимает эту тему, это становится тяжелым, ему приходится и баланс этот какой-то находить, и она устала уже очень сильно добиваться своего, проявлять эти свои желания, отстаивать эти свои желания. А движения никакого нету, не происходит ничего вообще. А ей интуитивно казалось, что должно, что она уже готова к следующему шагу. Вот на эту тему они разошлись. Как будто бы, вот если совсем простыми словами, как будто бы девушка хотела жениться и рожать детей, а он был не готов, и на эту тему они разошлись. Но сейчас вот в 25-м году, где-то там в Малибу, их опять начали встречать вместе, ходили они в ресторан, видели их на пляже. У них вообще какие взаимоотношения прямо сейчас? Даже после расставания, судя по всему, остались друзьями. Судя по всему, ну, как минимум, продолжают общаться. А теперь еще оказывается, что и время вместе проводят.
У них какие сейчас взаимоотношения, как они относятся друг к другу, или, может быть, даже что они чувствуют друг к другу прямо сейчас. Ну, мне кажется, что предыдущая история закрылась, что одного, что у второго. Ей, конечно, грустно на эту тему. Она, планы, судя по всему, строила, у нее были какие-то перспективы. Они, очевидно, совершенно любили друг друга. Там много было кубковых карт на их взаимоотношения и на в целом проявление. Я на нее не раскладывала, но он тоже очень кубковый, он очень эмоциональный. Там эти чувства и эмоции были и остаются. Но прямо сейчас и у нее разочарование, грусть какая-то. И, возможно, она прямо сейчас пока не видит, но перспективы какие-то другие. Да? По 5 кубков у нас человек расстраивается на тему того, что у него разлились там 3 или 4 кубка, не видя, что за спиной стоит еще полный, которым можно воспользоваться. И стоит, вот он грустит, вот эту лужу вылитого в никуда и эмоций, и впечатлений своих, а за спиной у него и дорога, светлый чистый путь, и вдали там где-то дом стоит, какой-то замок, в который можно пробраться и новую жизнь там начать. То есть вот этих всех перспектив не видно, человек не смотрит в ту сторону, не пытается найти новую дорогу, не пытается из этой ситуации уйти во что-то другое, более ему подходящее. Потому что пока еще остается ощущение горести какой-то, да, и утраты того, что у тебя было, что ты считал хорошим, что ты считал достаточным. 4 кубка – это очень много эмоций. Это не один стакан, который у тебя разбился, и ты такой стоишь, грустишь. У тебя прям много было, у тебя прям разнообразие какое-то. И они все пролились. И это очень грустно. И никакое из твоих желаний не сбылось, и никакие из твоих перспектив не выглядят осуществимыми. И это очень грустно, это расстраивает. Он по миру тоже каким-то образом закрыл, мне кажется, для себя эту историю. Вот начинать ли новый, что там у него? Он все-таки... Ну, посмотрите, он все-таки очень эмоциональный, очень любвеобильный и очень самостоятельный. Как сказать, индивидуалист. Маг, император, сила. Здесь у нас смерть. Сплошные короли. Сплошные короли. Один у него рыцарь пентаклей, а так у него прям короли на него выпадают. И вообще роялти, королевы там тоже были. То есть он такой прямо сильный, прямо мощный, прямо такой состоявшийся, такой сконцентрированный человек. Хорошая, устойчивая, сильная личность. Как все равно осознает свою эмоциональность, количество этих эмоций, не готов от этого отказываться. Короли достаточно взбалмошные могут быть в своих отрицательных проявлениях. Вот топать ногой и кулаком по столу «я так решил, я знаю, как лучше». А у него вообще император в сути. Он вообще знает, как ему лучше. В данном случае как будто бы лучше и правильнее было бы закрыть эту историю, потому что в основном не совпадает. Она красивая, он ее любит, он проявляет к ней эмоции, эмоции чистые, эмоции искренние, эмоции позитивные, положительные. Ему с ней нравится, ему с ней хочется. Жезлы присутствовали в раскладе тоже. И он вообще, и жезловый в том числе, он не просто витает в облаках от каких-то воздушных любовей своих. Он как будто бы и жезлы к этому тоже проявляет, и активность проявляет, и встречается с этими девушками. И физически у них там все замечательно складывается, и эта девушка максимально подходящая. Но у них цели разные от этого общения. Если бы она его не дергала и не звала замуж, может быть, это продлилось бы некоторое время. Но для нее это действительно важно. Прям вот важно для нее это. У нее 10 пентаклей там. И она просто вот как женщина, жрица, как все равно по-другому, что ли, не может. То есть вот она такая, какая она есть. Такая женщина из нее сформировалась. Женщина-продолжатель рода. Женщина интуитивная, женщина эмоциональная, женщина, которой для внутренней стабильности нужна внешняя стабильность. И внешняя стабильность у нее тоже вполне такая архаическая, да, как сказать, скрепная. Надо, чтобы был муж, дом, дети, собака и счет в банке. Вот такое у нее представление. А у него совсем не такое представление. И вроде как, либо они сейчас в процессе осознания этого, либо, соответственно, встречаются вот уже на каком-то, на старых дрожжах, что называется. То есть им время проводить приятно,
а углублять и продолжать эти отношения не получится. Даже если они захотят попробовать, скорее всего, не получится. В свете этого, возвращаясь вот сюда, там, где он ищет все-таки заполнение пустых мест в своем сердце, чего он хочет от отношений, давайте посмотрим, хочет ли он жениться в целом. Может быть, это женщина неподходящая. Здесь нам сказали, что он в целом не marriage material никак. Хочет ли он жениться? Нет, всячески уходит от этого. Причем вот он до самого вот такого вот своего состояния, он будет продолжать от этого уходить. Женится ли по факту когда-нибудь, это уже просто мистическая карта, женится ли по факту? Может. Если рассматривать повешенного как человека, который жертвует собой ради чего-то другого, то потенциально может. Будем ли мы сейчас раскладывать, ради чего такая свободная личность, как Джерард Батлер, может отдать себя в жертву матримониалу, да, за женщину, за стабильность, за то, чтобы перестали о нем распускать слухи о его нетрадиционности, например, да, люди делают какие-то фиктивные браки, сказать, что ну вот я же женщина, и не говорите про меня глупости. Я сейчас не про Джареда Батлера, понятное дело, что про него таких речей нету. Я сейчас имею в виду жертвенность ситуации, когда ты вынужден сделать что-то, что тебе не очень хочется, для каких-то более высоких целей. Может быть, жениться на нелюбимой женщине, но потому что у тебя от нее любимые дети, например, да? Или для документов это может быть какой-то фиктивный брак, или еще для чего-то, я не знаю, но потенциально в целом, теоретически, может такое быть, что у него случится кольцо на пальце и печать в паспорте, но это будет абсолютно не его желание, потому что от этого он вот всеми возможными способами, сколько будет сил, он будет от этого стараться уйти. Он очень свободная и очень не женящаяся натура. Что по детям? Ладно, с браком. Может быть, у него какой-то страх официальности, как вот на Дамиана мы раскладывали. Он просто жениться не хочет, а общаться с девушками, жить с девушками, рожать от них детей, там никто не против. Замечательно. Если это не брака касается, а детей, хочет ли он детей? Прям-таки стремится. Прям-таки стремится. Мало того, это решительное очень действие. Мечи – это у нас мысли, он об этом думает. Он об этом думает в последнее время все чаще и чаще, поскольку рыцарь, он такой даже агрессивный, такой импульсивный опять, и опять такой рвущийся вперед. То есть если он раньше был пажом и не знал, что с этим ножиком делать, то сейчас он нахватывается информацией, выискивает какую-то возможность, может быть, интересуется этой темой, может быть, она периодически всплывает у него в мозгу, то есть вот он нет-нет, да и возвращается к этой мысли в последнее время все чаще и чаще, потому что, да, очень хочется ему своих собственных детей. Будут ли вообще? Да, если нет сейчас, то будут в разных местах от разных женщин. Это будет не брак, это будет приложение туза своего. Какой-то, знаете, ну как случайность, да, не целенаправленное заведение детей с конкретной женщиной, а просто в результате плотного, тесного общения случатся эти дети, от которых он отказываться не будет, они у него будут. Он, наверное, будет даже этому рад, он же этого хочет, он об этом думает. Может быть, будут какие-то договоренности на эту тему, что жениться мы не будем, но обеспечивать я буду, там контракты какие-нибудь подпишут или там счета какие-то отдельные в банке откроют. Их будет вот разнообразное количество, но такое ощущение, что от разных женщин. И как будто бы его даже напрягать этой ситуации не будет. Ну хорошо, дети будут, красавчик, почему нет? Если от разных женщин, только еще и генофонд можно передать. Собственно, генофонд можно и через одну женщину передать. Я к тому, что они могут быть разные, и все могут хорошего от папы набраться. Вот такой вот у нас Джерард Батлер. Что еще спросить? Что у него сейчас в личной жизни, если он закрывает для себя историю с Морган, что у него сейчас в личной жизни или какие перспективы? Давайте, может быть, правда, перспективы на личную жизнь. Сейчас пока это все освобожу здесь. Перспективы на личную жизнь. Год 3-5, как я это делаю. Не по работе, не по личностному состоянию. Вот именно какая-то любовная прям-таки сфера. Прям-таки женщины. Год. Опа. 3 и 5. Сейчас мы разрушаем. Потом мы, ну, грубо говоря, ничего не делаем.
По королю Пентаклей мы работаем, наживаем, значит, богатство, поднимаемся по деньгам, делаем себе стабильно, делаем себе комфортно, вокруг себя обстановку соответствующую составляем. А по шестерке кубков у нас возвращение в детство, возвращение к воспоминаниям, возвращение к чему-то. Как бы так ни оказалось, что снова у нас на горизонте будет продолжать возникать Морган, или если это не Морган, то какая-нибудь девушка, с которой он уже встречался. Они имеют тенденцию встречаться с разными девушками, и то он с одной, то он с другой. В какой-то момент будет возвращаться старые какие-то отношения. Я только предполагаю здесь Морган, потому что они повадились просто возвращаться друг к другу. По миру он закрыл эту историю, но по пятерке кубков она очень расстроена, а поскольку у него есть к ней чувства, может быть, не самые глубокие, в смысле желания объединиться, грубо говоря, душами. То есть он может испытывать к ней любовные чувства, он может испытывать к ней сексуальные чувства, он может испытывать к ней дружбу, потому что это родной какой-то человек, потому что они много времени провели вместе, потому что у них много общего, они не то чтобы очень сильно разные люди. То есть вот это вот скопище каких-то эмоций он продолжает испытывать, просто этого всего недостаточно для того, чтобы он решился на ней жениться. Пока эта история как будто бы закрывается, как будто бы он продолжает настаивать на том, что жениться мы не будем, но поскольку она расстроена, а он не может равнодушно относиться к женским слезам, вытекающим из ее непосредственно глаз, вполне возможно, что эти отношения все еще вот так вот и по кругу тоже будут ходить. И тогда вынужденность его брака тоже каким-то образом, может быть, у нас тут отыграется, потому что не хотел он, уходил он, помните, да? Не хотел он, уходил он не рвется в эти отношения, совершенно не хочет жениться, ему это не надо, он себя там не видит, не чувствует. Но вынужденность какая-то его может догнать. Какая вынужденность его может догнать? Например, ее беременность. А для нее важно, чтобы у нее дети родились в браке. Она вот такая скрепная и достаточно стабильная. Может быть, это его вынудит. Может быть, у него будут дети с ней, или хотя бы один ребенок все-таки будет с ней, потому что она продолжает расстраиваться из-за их расставания, потому что они продолжают испытывать друг другу какие-никакие, но чувства все-таки. И просто так бросить ее одну в беде он не может, а может быть, инициатива от этих возвращений каждый раз от нее исходит. Сначала они ругаются на тему того, что женись, нет, я не буду, ах, тогда я пошла, уходит, расстраивается, переживает, не может долго без него, возвращается, говорит, ладно, хорошо, давай будем вместе без женитьбы. Некоторое время они без женитьбы, потом она опять начинает, а вот теперь пора жениться, он снова нет, она снова обижается, снова уходит. Может быть, это так происходит. Может быть, в какой-то момент все-таки вынудит его и подвесит его в это жертвенное состояние. Может быть, потому что она родит ему детей. Кто знает. Сейчас пока разрушается, рассыпается, то есть это прям не сейчас будет происходить. Такое ощущение, что сейчас они пытаются финализировать эту окончательность, по которой они разошлись когда-то там в 22-23 году. Сейчас вот они попытаются сойтись обратно, снова у них ничего не получится. Окончательно они снова разойдутся. Некоторое время у них уйдет на то, чтобы побыть врозь, и потом что-то в его жизнь возвращается. Какие-то старые чувства, какие-то старые воспоминания, какие-то старые привязанности. Может быть, я нафантазировала, может быть, это Морган не касается, здесь нигде имя ее не прописано, может быть, это про другую женщину, про какую-то. Но, тем не менее, все будет хорошо у человека в личной жизни. Давайте его поздравим. Мужчина молодой, мужчина красивый, мужчина перспективный, мужчина способный, самостоятельный, с сильнейшим совершенно характером. Харизма у него, я так понимаю, тоже сильно заметная, поэтому вокруг него столько интереса, и в том числе от противоположного пола. Пожелаем ему удачи, пусть у него все сложится, а через год 3-5 вернемся к этому раскладу и посмотрим, насколько я угадала. Подписывайтесь на канал, зовите друзей и увидимся в следующих видео. Пока-пока.